Это верх лицемерия и цинизма. Друзья, послушайте, что говорят дяди, которые затравили нашу любимую Камилу Валиеву. Да еще и обвинять в своих же грехах величайшего и лучшего тренера современности в мире фигурного катания Этери Тутберидзе. Друзья, досмотрите ролик до конца, чтобы вы поняли суть всего происходящего. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в МОК не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в Олимпийских играх, после известия о том, что она сдала положительный допинг-тест, но решение суда о допуске спортсменки необходимо уважать. Мы пошли в суд, потому что не хотели, чтобы Валиева участвовала в Олимпиаде после известия о положительном допинг-тесте. И мы проиграли суд, но надо уважать закон. Если не будем уважать, не будет международного спорта, но мы решили не проводить медальную церемонию. Томас Бах признался, что был потрясен выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде 2022 в Пекине. Я был встревожен и потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление, с каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом и знаю, что такое давление, но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет. Глава МОК отметил стремление Валиевой закончить выступление, несмотря на все обстоятельства. Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс, ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление, добавил он. Томас Бах, отвечая на вопрос о необходимости расследования действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что это исключительно важно, так как крайне редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. Я за свою карьеру слышал много вранья, несправедливых объяснений про допинг. Могу сказать, что очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. ВАДА уже подтвердила, что проведет полное расследование этой ситуации. У нас нет сомнений в их компетентности, они подтвердили это и расследованием по Олимпиаде в Сочи, добавил Бах. Томас Бах заявил, что фигуристка Камила Валиева столкнулась с атмосферой холода. Президент Международного олимпийского комитета МОК Томас Бах заявил, что он был потрясен, как холодно встретили российскую фигуристку Камилу Валиеву и ее тренера, когда она выходила со льда после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, и считает, что такое поведение окружения спортсменки не дает уверенности в ее будущем. Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры, ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения, для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке, сказал Бах. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы, ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки. Сейчас Валиевой нужна поддержка семьи, нужна поддержка окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации. Сейчас мы можем только надеяться, что Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины, добавил глава МОК. Томас Бах пообещал изучить дело российской фигуристки Камилы Валиевой на предмет возможного жестокого обращения с детьми. Валиева заняла 4-е место в личном турнире, а также завоевала золотую медаль командного турнира. По ходу Олимпиады стало известно, что ее допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат. Мы определенно позволим провести подобное расследование, мы предоставим все инструменты, а также любую помощь в отношении психологических проблем. Мы находимся в контакте с Олимпийским комитетом России. Надеемся, что она получит необходимую помощь, это должно быть в интересах каждого. Мы уверены, что свет будет пролит на существующие проблемы. МОК не будет сомневаться и в случае необходимости примет серьезные меры, самые серьезные меры. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает неэтичными слова главы Международного олимпийского комитета МОК Томаса Баха о том, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе холодна к своим ученицам. Ранее Бах на пресс-конференции заявил о том, что окружение фигуристки Камилы Валиевой холодно отнеслось к ее прокату в произвольной программе на играх в Пекине.
Лидировавшая после короткой программы россиянка допустила много ошибок в произвольной и в итоге заняла 4-е место. Она тренер-победитель, прежде всего мы должны поздравить ее и весь штаб с красивыми победами. Олимпийский комитет о нас всегда не очень хорошо отзывается. Я ее поздравляю и поддерживаю сторону Тутберидзе в этом, это их внутренняя жизнь, они сами разберутся. Слова Баха, да, неэтично, но нужно его об этом спросить. Мы же переживаем длительное несправедливое отношение к России, но правда будет на нашей стороне, сказала Покровская. Президент Центра спорта и образования самбо-70 Ринат Лайшев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета МОК Томаса Баха за высказывание о тренере, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил фигуристки Камилы Валиевой и Терри Тутберидзе. Какая-то ахинея полная от Баха, это похоже на продление искусственной истории, как они придумали про нас, вот и продолжают, что надо что-то расследовать. Тутберидзе – строгий и жесткий тренер, но не более того, для достижения результата нужна жесткая дисциплина. Этери Георгиевна – прекрасный педагог, сказал Лайшев. Владимир Соловьев жестко раскритиковал МОК за ситуацию с Валиевой на Олимпиаде. Известный телеведущий Владимир Соловьев поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Взрослые подонки просто сломали девчонку, о чем здесь говорить. Можно относиться к Камиле с любовью и симпатией, и любовь всей страны, конечно, Камилу очищает. Но спорт сам по себе очень жесток, когда ты не ломаешься, то это делает тебя великим. Такие вещи закаляют, и сейчас наступает момент истины. Да и вся эта ситуация с Камилой отдаленно похожа на произошедшее с сестрами Авериными в Токио. Теперь нужно выходить на следующую Олимпиаду и побеждать. И если ты это делаешь, то твое имя в спорте становится великим. А если это Камилу до конца сломает, то это будет трагическая и страшная история о том, как злые мерзавцы исковеркали судьбу одаренной девочки, хотя, конечно, пока еще есть золотая медаль в командных соревнованиях. Валиеву не пригласили на показательные выступления, а послушайте заявление МОК сначала. Они же затравили девочку, поэтому чему тут удивляться. Было бы странно, если бы они ее пригласили, они остались подлецами и мерзавцами, сказал Соловьев. Российская фигуристка Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде 2022. Из россиянок в гала-шоу выступят Анна Щербакова и Александра Трусова. Помимо Щербаковой и Трусовой, с показательной программой выступит японка Каори Сакамото, кореянка Ю Йен, американка Алиса Лю и бельгийка Луна Хендрикс. Это право Международного союза конькобежцев – включать того, кого они считают нужным, пояснили в Федерации фигурного катания на коньках России. Рейс с российскими спортсменами, включая фигуристку Камилу Валиеву, вылетел из Пекина в Москву. Российская делегация должна была вылететь в 6 часов 40 минут по московскому времени, однако вылет был отложен на 3 часа 10 минут. Ожидается, что самолет приземлится в Шереметьево в 17 часов ровно по Москве.